Практически в самом центре Парижа, в 7-м муниципальном округе, расположено уникальное по своей архитектуре и истории место – Дом инвалидов. Сегодня я хочу рассказать вам об этой исторической достопримечательности, прогулявшись по ее дворикам и залам. Если вам понравится это видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Дом инвалидов расположен на территории 13 гектаров. В комплекс включены различные постройки: церковь Святого Людовика, купол, который пронзает небосвод золотистым шпилем, несколько музеев, госпиталь, действующий по сей день, и парки с аккуратно выстриженными газонами и насаждениями. Всех гостей Дом инвалидов встречает фасадом длиной около 196 метров, перед которым простирается большая площадь с газонами, где установлен ряд французских пушек и артиллерийских снарядов. Несмотря на минималистичность и лаконичность форм, фасад украшают величественные львы, орлы, стрелы и другие элементы, которые придают ему более торжественный, пышный вид. Строительство Дома инвалидов было начато в 1670 году по указу короля Франции Людовика XIV. Этот комплекс должен был стать местом для размещения бывших военнослужащих, получивших увечья в войнах, которые в то время были не редкостью. Первых постояльцев дом принял в 1674 году, а к 1714 году их численность достигла 4000 военных разных рангов и званий. Здесь же постоянно находился и персонал, обслуживающий комплекс. Арочный проход ведет с главной площади во внутренний дворик комплекса. Форма двора имеет вид четкого прямоугольника. Вся внутренняя площадь вымощена брусчаткой. Венчает архитектуру комплекса 107-метровый купол собора Святого Людовика, декорированный позолоченными лилиями и увенчанный фонарем со шпилем. Парадный двор является также местом, где расположилась одна из самых больших коллекций артиллерийского орудия. Здесь ровным рядом выстроены 60 бронзовых пушек, различные мортиры, гаубицы. Прогулки по коридорам двора расскажут о 200-летней истории французской артиллерии, продемонстрировав наглядно ее лучшие примеры. Однако, несмотря на большое количество исторических артефактов, самым выдающимся и значимым как с культурной, так и с исторической точки зрения центром всего комплекса является собор Святого Людовика. Святилище было построено в 1679-1706 годах. Проект создал архитектор Жюль Дуэн Мансар. Геометрия собора представляет собой круг с квадратом с четкими пропорциями и лаконичными линиями. План святилища повторяет в точности греческий крест. У сооружения имеется выступающая часть, разделенная на 2 яруса, которые украшены монументальными колоннами, барельефами и геральдическими линиями бурбонов. По обеим сторонам от входа разместились статуи Карла Великого и Людовика IX. Особое внимание привлекает купол собора. Это сложное по своей конструкции сооружение с окнами, через которые внутрь проникает свет. Украшен купол декоративными линиями, а верхушка венчается ажурным фонарем и высоким шпилем. В 1989 году на реконструкцию купола было потрачено 12 килограмм настоящего золота. Под куполом собора находятся гробницы с прахом именитых военных и полководцев Франции. Внутреннее пространство святилища создано для того, чтобы прославлять монархию короля Людовика XIV и его военные заслуги. Своды зала украшены изображениями 4 евангелистов. На потолке и стенках выполнены фрески из камня и позолоты.
Центральный зал собора соединен с 4 капеллами, имеющими круглую форму. Они служат усыпальницами для членов семьи Бонапарт и знаменитых военных деятелей Франции. Мавзолей маршала Вабана с надгробием из черного мрамора, гробница Жозефа Бонапарта, брата Наполеона, капелла, где похоронен маршал Фош, усыпальница Жерома. Также собор Святого Людовика стал последней усыпальницей выдающегося полководца Франции Наполеона Бонапарта I. Ровно под куполом святилища в скрипте расположена усыпальница, где покоится прах французского императора. Несмотря на то, что скончался Наполеон на острове Святой Елены в 1821 году, останки его по велению Луи Филиппа в 1840 году были перенаправлены на родину. В этом же году был принят закон, согласно которому должна была построиться гробница императора под куполом собора. Висконти начал работу над возведением церкви. Официально останки Наполеона I захоронили в соборе в 1861 году. На церемонии присутствовал сам Наполеон III. Прах Наполеона запечатан в 6 гробах из жести, красного дерева, свинца, эбенового дерева и дуба, которые помещены в саркофаг, выполненный из карельского камня красного цвета. Установлен он в центре собора на зеленом постаменте из мрамора. Сам саркофаг и его крышка увенчаны лавровыми венцами. Вокруг саркофага на мраморном полу золотыми буквами написаны названия побед императора, включая битву за Москву. Окружен склеп 12 колоннами, 12 богинь победы работы Прадье. Вид постамента поистине впечатляет и завораживает, как бы говоря, демонстрируя величие и возвышенность Наполеона I над сегодняшним миром. В круглом коридоре видны 10 барельефов работы Симарта, которые рассказывают о событиях, прославивших Бонапарта. Не меньший интерес представляют собой и музеи комплекса «Дом инвалидов». В музейную коллекцию входит более 500 тысяч экспонатов разных эпох и культур, которые так или иначе связаны с политической, военной, общественной жизнью Франции. Военный музей, открытый в 1905 году, объединяет артиллерийский и военно-исторический музеи. Здесь представлены картины с изображением Наполеона и выдающихся французских военных, великих военных сражений. Здесь же можно увидеть личные вещи императора и даже чучело лошади Наполеона I. В одном из залов посетителям открывается вид на реконструкцию гостиной императора с его смертным одром. Военно-исторический раздел музея охватывает историю государства от Людовика XIV до Наполеона III. Уникальные экспонаты и предметы старины до мелочей раскрывают секреты истории и лучше любых историков рассказывают о военной и политической жизни Франции тех времен. Посещение Дома инвалидов – это прогулка по историческому прошлому Франции и знакомство с уникальными предметами и артефактами прошлого. Сегодня в Доме инвалидов проживает примерно 100 пенсионеров вооруженных сил Франции. В главном дворике зачастую проводятся различные выступления, а сам музей открыт для посещений круглый год. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.